Цвет настроения клубничный. Сегодня распаковываем посылку с Тему. Все в клубниках. Здравствуйте, мои хорошие Терри во всем из Эстонии, с побережья Чудского озера. А сегодня у нас с вами будет распаковка посылки с Тему. Я заказывала что-то для сада, что-то для огорода, для кухни, для дачи. В общем, давайте посмотрим, что пришло. Ну, давайте посмотрим, что тут есть, что прислали. Это не единственная посылка. Прислали они как-то долго. И много чего не прислали, но будем ждать. А муж в Таллине забрал еще 2. Так что распаковочка нас с вами ждет. Лучше бы они так обувь клеили. Так, смотрим. Так, смотрим. Лот номер 1. Какие-то клубнички. Честно, я не очень помню, что я заказывала уже. Но что-то из клубнички. По-моему, не то на пляже полотенце, не то, что вот такое. Какая прелесть, мягкая. Знаете, детские байковые такие для младенцев. Точно. Это да, это такое на пляж, как полежать или полотенечко. Очень. Качество мне очень нравится. Чудесно. Следующее. Заказала такую, как сказать, серию для кухни. Вокруг раковины. Такой, как половичок, где сушить посуду. Полотенце. Все из серии клубничек. Этот год у меня клубничный на даче. Там покрытие, да, это вот полотенца такие. Потом покрытие для плиты, по-моему, чтобы там тоже ненароком что-то не упало. В общем, клубничная тема у меня в этом году. Наволочки там, ну, короче, поняли. Цвет настроения клубничный. Так, это такой, как передничек. Передник, тоже клубники. Смотрите, красиво, очень реалистично такое все. Мне нравится качество, плотное. Да, будем с вами какой-нибудь пирожок делать. Так, наволочка какая-то. Ну, в общем, все в клубничном варианте. Тоже еще как линейка такая с ежиками. Хорошее, все плотное такое, не какая-то там. Потом очень хотелось поменять занавески или тюль там и в туалете, и в большой комнате, может быть, тоже, естественно, клубничная. Ну вот я взяла с некоторых таких на пробу, посмотрим здесь как материал, такой, может быть, занавесочки, в качестве занавесок получится. Вам, наверное, все шуршит там в камере. Ну вот такое, посмотрим, куда мы это можем, может быть, в баню, в туалет, в комнату, не знаю, подумаю, куда. Тюль. Смотрите. А второй на пробу взяла вот такой вариант. Тоже. Ну, в общем, вы меня поняли, в этом году я вся такая. Вот. Такой вариант. Тоже как занавески. Такие с блестками. Вся в клубниках. Дальше. А здесь резинки у нас с Кристиной. С этими резинками на расхват. У нее длинные, у меня длинные. Эти я заказала такие с мехом, как на зиму. Очень приятно. У них очень хорошее качество резинок, мне нравится.
Это меховые белые шубки там. В общем, резиночки для волос. Все это гроши совершенно, и на тему стоит. Так, дальше пакетик. Посмотрим, что тут. Все заказывала, как всегда. Никто ничего не помнит. Я, оказывается, тоже ничего не помню. Так, здесь для кухни заказала я 2 клубники. Такие клубнички, которые полотенце, не надо вот его мацать, а прикоснуться к клубнике, она забирает влагу. Ну, знаете. Вот такие вот на кухню. То есть она как бы у вас руки мокрые, вы стряхнули, здесь так помацали, пожмакали, их таких 2 клубнички. Симпатичные, правда? Так вот вам видно? И здесь у этой клубнички прямо положен, прикреплен был крючок. У нас там такая штанга еще от плиты. Ну, в общем, клубника. И таких клубничек 2. Одна сушится, в общем, чтобы стирать. Ну, такие клубнички. Все в клубниках. Дальше. А дальше идут... Я понимаю, что вам сегодня надоело с клубниками, но вокруг крана, знаете, вот вокруг крана на кухне всегда, как бы вот у нас лично здесь как вот лужица, ну, вечно кто-то моет, и мокрое это место. Есть вот специальные на тему такие, опять же, я заказала именно с клубникой, когда вокруг крана, но я покажу все, когда положу, вокруг крана, и тогда она хорошо впитывает, а здесь прорезиненная, то есть это можно будет мыть, стирать, вы сушите опять, потому что часто вот Кристина моет посуду, и у меня как-то оно там все это, знаете. Вот, а это вот будет впитывать вокруг крана прям. На раковину кладете, так вот, покажу. Продолжение клубничной темы. Накладка, где сушить посуду. Коврик. Точно такой же материал, прорезиненный, где сушить посуду. Потому что у нас есть серый, но его надо часто стирать. Он мокнет. Вот еще один вариант, пока сохнет тот. Вот такой коврик еще для осушки посуды. С этой стороны он прорезиненный. Не воняет ничем. Обычно, когда с тему что-то открываешь или со всех этих, немножко пахнет какой-то там, знаете, пластмассой или краской. Здесь ничего пока не пахнет. Вот такой коврик для сушки посуды. Следующий лот. Заказала на кухню, сюда тоже на дачу, такой как органайзер. Где губки, где средства для мытья посуды, тряпки, и чтобы это там не лежало ни на краю, нигде. Дома у меня аналогичное есть, а вот здесь нет. Что кладешь губку, нажимаешь здесь, по-моему, средства для мытья посуды, это для рук сразу. Даже губка в составе. Какая прелесть. Тоже буду раскладывать, когда устанавливать, покажу. Сейчас не буду разбирать всю эту систему. Ну, поняли, вот такая. Потому что губка на краю раковины здесь как-то это мне не нравится. Так, это резинки для волос нам с Кристиной. Снова цвет настроения клубнички. На даче оставим прямо. Это все для дачи здесь. Еще клубнички, занавески. Там их было несколько. На кухне, может, куда-то там. Так, это... Такое, как украшение, что ли, на кухне. У нас там висит черника, малина вроде. Мне захотелось добавить клубники туда. Тут уже и шнурочек, и все тоже такое будет. Красиво. Все, в общем, так как описывалось на сайте. Ничего такого хуже пока нет. Бывают неудачные очень вещи. Так, здесь что? А здесь... это для меня, в смысле, технический, по-моему. Да, это что-то из селфи-палок, или потому что селфи-палки и всякие эти штативы для блогера — это расходник, они часто ломаются. А поскольку я заказывала посылку с тему, то я заодно сразу все эти держатели, палки тоже заказала. Она, по-моему, вот эта вот мини складывается.
а выдвигается очень длинно. Но это да, тут будем смотреть, как тут очень много деталей всяких в этих палках. Повороты, то все, что нужно. Ну, такая вот небольшая, потому что вот их нужно вечно тоннами. Очень много. Так, еще одна вещь, которая нужна мне была очень, это я заберу в Таллин. У меня цепочки в большом беспорядке, в деревянной такой коробке, в ларчике. И все время, когда я хочу что-то одеть на шею, я беру, у меня там целый моток, пучок получается. И не было вот такой вещи, где бы они были разложены как бы по местам. А здесь вот я заказала такую, как бархатная такая. Органайзер или как это, да? Вот, здесь их навешаешь. Но здесь их не сильно много, цепочек, наверное, больше. Всяких там подвесок и так далее. Но то здесь хотя бы, может быть, по 2 на каждую, чтобы они не путались, потому что у меня это ужасно путается. И если что, это можно, в общем-то, возить с собой. Такая, как кожа молодого дермантина. Очень неплохо. Как я ожидала, такая она и есть. Еще одна какая-то тоже, это на пучок или на резинку. Это что-то Кристине, по-моему, хотела. Еще резинки. Нам нужны тонны, поскольку уж я заказала посылку заодно. Так, здесь косметичка цвета клубники. Тоже нужно. Косметички вечно. Что-то там то в бассейн, то еще куда-то тоже. Все такого хорошего качества, ничего не могу сказать. Все очень дешевое. А качество такое нормальное, согласно всему. Так, еще типа тюля, только на розовом фоне клубники. Тоже куда-нибудь. Еще резинок, таких как бархатных, нам с Кристиной в таком цвете. Так, цветочки искусственные мне нужно. Так, опять пушистики, это для волос нам. Еще техника тоже селфи, штатив, палки поворотные, то все. Ну, я там, в общем, выбирала себе, чтобы она и так гнулась, и сяк гнулась. Вот это тоже, как я их называю, расходники. Когда в Таллине ищу, их нет таких, каких нужно. Так, это Кристине в волосы, что она хотела. Ну, такой на лето, знаете, в косу или куда-нибудь. Клубнички тоже. Опять резинки. Вторая занавеска. Это такие театральные. Кристина хотела вроде как хвостом, чтобы вот под платье в театр. У нее такие платья есть. Так. Здесь тоже для волос. А это украшения для косички. Волосы украшения такие. Дальше на кухню еще сюда на дачу подхватки. Тоже в клубниках. Клубнички. Шелковистые, приятные. Так, резинки. Так, а здесь что? Это, наверное, тоже что-то по... Да, это штатив опять мне. Потому что, если что, это даже с собой можно унести. Блогерскую лампу не всегда везде унесешь, и дождь, и все. А здесь вот штативы. Это все для того, чтобы у вас были хорошие, красивые видео. Многофункциональные такие палки-штативы. Но вам это, наверное, не очень интересно. Кто этим не занимается. Вторая занавеска, которая туда с клубниками. Они парные были. Вот, и защита для плиты, для керамической. Я не помню, что я там в размер попала, не попала. Но часто там у нас это сушилка для посуды. Тоже над плитой находится, и я боюсь за нее. Но мне кажется, ну, коротковато. А может, это туда, это туда. Ну, короче, как-то так. Вот посмотрим, что куда. Вот так. И еще чего-то здесь есть.
Еще чего-то. А, пришел мой фонтан. Фонтан пришел. У нас с вами будет фонтан во дворе. Но для фонтана должна прийти еще одна часть, она в Таллине. Так, а здесь, наверное, тоже что-то. Все для дачи, для сада такое, для огорода. Так, тут для тоже для посуды. Вот я думала, куда я что. Здесь может быть для рук. Или здесь как раз средство для мытья посуды будет, а ту я домой. И сюда губку или эту, знаете, железку скорее. Железку для где что сковородки скрябать. Вот такая. И это все. Напишите мне, что вам понравилось больше всего. Занавески надо было заказать длиннее. Это были не занавески, как бы материал. Но тюль в комнаты подойдет, на кухню подойдет, а для большой, я думаю, заказать их подлиннее. Очень красивые. Мне очень нравится качество всего этого. Вот удивительно прям. Неплохо. На кухню пришла. Сейчас немножко с вами здесь облагородим. У нас вот эта вот стенка кирпичная осталась еще с дедушкиных времен. Думаем, что с ней делать. Как-то совсем закрывать, перестраивать. Наверное, жалко. Хочется хоть что-нибудь бы, что осталось от дедушки. Вот эту часть у нас куплен специальный декоративный кирпич. Тоже я как-то не знаю. Может быть, вообще как-то... Ну, в общем, думаем об этом. Хотя куплен уже, не знаю, декоративный. Это была... Здесь вот раньше была дровяная плита. Вот здесь еще остались эти вот штуки, где чистят золу и так далее. Вот это вот теплая стенка. Все. Теперь здесь уже обычная кухня. И сюда вот я к чему заказала все эти клубнички. Вот этот у меня коврик был для сушки посуды. Фейри-то стоит вот так. Жидкое мыло стоит просто. Полотенце такое. Подхватки, ну, тоже страшненькие. Вот, давайте это попробуем все поменять. Немножко повеселее, но вот над этим углом думаем. Не знаю. Повесила клубнички. Повесила клубничку сюда, среди других. Так, а здесь надо сейчас все помыть, и тогда положим с вами это для сушки. Вокруг раковины покажу. Так, ну вот сюда надо нам с вами повесить. Вообще у них есть, конечно, этот крючок, но мне бы, наверное, удобно было бы здесь. Так, посмотрим. Это коврик для сушки посуды. Этот на защиту, на плиту, но он... короче чуть-чуть. Но здесь не упадет ничего. Хотя надо было немножко другой размер заказать, конечно. Но это для защиты. Он такой прорезиненный, что если, знаете, что-то упадет. Здесь шкафы. Так, вот эта штука идет вокруг. Вот здесь вечно мокро. Вот так. А то здесь вечно что-то намокает, и она будет впитывать. Ну, так, для начала полотенце сюда. Ну, так, сюда подхватки. Сюда вытирать руки просто. Полотенце. Все-таки с этим углом надо что-то сделать. Наверное, прикрепим этот кирпич декоративный сюда. Защита это. Ну, половичок. И кружки у нас оказались тоже с клубничками. Вот. И плита тоже так. И теперь перельем с вами вот этот фейри и жидкое мыло в специальную тоже клубнику, или что там за устройство. Ну вот так, сюда сейчас эту железку, а вот в это устройство я его собрала. Сюда надо вниз налить средство от фейри, а сюда, наверное, мыло для рук. Или сюда мыло для рук, а здесь все будет фейри. Ну как-то так. Нажимаете, то есть здесь контактно, не надо ничего, нажимаете, и губка была даже в составе. И видно, сколько его остается. Здесь вот ничего не скользит. Здесь специальные такие как ножки. Сюда можно еще тряпочку какую-то повесить, если надо. Короче, не скользит оно, как бы там ножки резиновые. Сюда в дырочку вот фейри.
О, там заполняется. Вот и все. Нажимаете, и губка у вас намокает в фере. Все. Устройство. А, здесь у меня такая старенькая. Здесь есть железка. Сюда. Ну, как-то так вот немножко повеселее. Все бутылки теперь можно убрать. Мыло я налью туда и сюда для рук. Ну, как-то так вот. Что теперь как бы одна тематика. Занавески, тюль, клубнички повешу тогда, когда покрашу. У меня не крашена внутренняя часть. Наружная крашена, а вот здесь все. С этой стороны нет. И нам надо с вами будет красить окна. Мои хорошие, стрима не будет. По техническим причинам у меня вот не заряжает компьютер. Только под тяжестью собственного компьютера. Здесь что-то грузятся эти ролики. В общем, ну, кошмар. Я уже там прочистила спиртом, палочкой. Ну, как-то, я не знаю. Если садиться с других, у нас еще несколько ноутов. Но там у меня нет там ни программы, ни материала, ничего. Ну, в общем, короче, не знаю. Надо будет новую подзарядку. Пока без стрима, простите. Скучаю. Так что вот с компьютером так. Мы скоро поедем в Таллин, тогда я пойду к мастеру, чтобы мне вот с этим гнездом или подзарядку менять, или гнездо, там что-то, в общем. Бывает так. Мы тоже очень по вам скучаем. Обязательно еще будут стримы. Лето еще впереди. А сейчас я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Всего вам светлого, доброго и хорошего. Хорошего нам всем. Вам и нам лето. У нас по-прежнему холодно, у нас по-прежнему дожди, ураганы, дождь. Ну вот так, да. Такой климат в Эстонии, ничего не поделать. Все, до следующего видео. Каллистен, армастен, всех вас. Калли. Пока.